Друзья мои, здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся далеко не на Северном полюсе. Это Флорида, город Теллахасси. Население этого города более 200 тысяч человек. И сегодня здесь наступила зима. Представляете, во Флориде. Майами как раз находится во Флориде, там, где я живу, там, где купаются и приезжают туристы, там, где всегда тепло, сухо и комфортно. Но нет, не всегда так. Сегодня здесь выпал снег. Очень холодно, люди не выходят на улицы. В 8 часов утра, когда все должны двигаться по этому городу, здесь абсолютная тишина. Я желаю всем приятного просмотра. Поехали в новый выпуск. Проезжал мимо, решил вам показать, как падают деревья прямо на дорогу. Здесь во Флориде 15 минут до Теллахасси. Очень много сломанных деревьев. И сломаны они потому, что их подморозило. Только посмотрите, мы с вами во Флориде. И это дерево, сосна с обмерзшими листьями. Снежок уже подрастаял. Сейчас будем двигаться в сам Теллахасси. Посмотрим, как там обстоят дела. Буквально несколько часов назад ребята присылали мне видео. Был снег, сантиметров 15-20 его выпало. Но в связи с тем, что температура высокая, не очень холодно было, я думаю, что все потаяло. Ну, посмотрим, поехали. Абсолютный лед на дороге. И мы с вами находимся не на Северном полюсе. Это Флорида, Теллахасси. Минут 5-7 до города. Около 10-8, может быть, миль. И дорога немножко запорошила снегом. Снег был сегодня на протяжении всего дня, но из-за того, что земля разогрета, температура довольно-таки высокая, сильно все потаяло. Но это удивительно, такие климатические изменения, то, что во Флориде сейчас мороз и снег. Последние похожие эпизоды были в 70-е годы, по-моему, в 77-м зарегистрированы случаи выпадения снега во Флориде. В этом году, вы видели? В этом году пожары в Калифорнии, ураган Милтон во Флориде, снег во Флориде. Удивительно. Так, опасно. Что-то здесь непонятное, деревья попадавшие. Очень много упавших деревьев. Вы видите, гроза? Нифига себе. Да, ладно, сейчас подъедем к городу, и уже из Теллахасси будет следующее включение. И потом пойдем по следам урагана до Чарльстона. Красота, я подъехал и видел мужичка на лыжах, не успел его заснять, но он катался здесь на лыжах. Я удивлен, откуда у него лыжи во Флориде, с учетом того, что снега здесь не было ни один десяток лет. Теллахасси — это, конечно, северная оконечность Флориды, но даже в Саут-Каролайне и Джорджии южной не всегда бывает снег, уже не говоря о Флориде. Флорида — это Майами, Флорида — это Тампа, это Вест-Палм-Бич. Но сегодня Флорида — это еще снег и лед. Да, подзамерзли деревья, смотрите. Флорида. Перекрестки в Теллахасси видно, что еще в снегу. Тем, кто покупает здоровые пикапы здесь во Флориде, теперь многие водители седанов, малолитражек очень сильно завидуют. А те думают, да, мы готовились не один год к такой погоде, к концу света, и вот наконец-то наступило. Да, удивительно то, что не чистят снег. Как я понимаю, он закончился пару часов назад, подморозило, но дорогу даже не просыпали солью.
В северных штатах обычно это все быстро решается. В Иллинойсе, даже в Атланте я как-то проезжал снег. Быстро с этим совсем решают вопросы. Но во Флориде, как я понимаю, власти не были к такому готовы. Так же, как это происходило в Лос-Анджелесе. При массовых пожарах в последнее время не были заполнены водоемы. Также и здесь не было соли. Хотя, наверное, кто-то предупреждал. Эти кто-то были синоптики. Да, машину носит, мы едем на Сайбертраке, он полноприводный. Вроде бы более-менее, но все равно кидает за счет того, что дорога полностью замерзла. Время у нас 5:34 утра. 27 градусов по Фаренгейту, это примерно минус 2 по Цельсию. И вот такой вот лед. Центр Телахаси. Не знаю, надеюсь, ветрозащита у меня работает. И сейчас я подойду, вам покажу. Там вся центральная часть перекрыта, по ней нельзя передвигаться на автомобилях. Да и вообще я машин вижу не так много, хотя время уже 6 утра. Люди должны ехать на работу, но сегодня отменили все занятия в учебных заведениях, в начальной школе. Вот мы подходим с вами к светофору. И здесь стоят заградительные ограждения. Двигаться дальше нельзя. Сейчас буду тоже думать, в какую сторону ехать. Очень холодно. Надо одеть сейчас одежду какую-нибудь. Да, вся улица закрыта. Очень интересно. Вот такая вот Флорида сегодня. Минус 4 градуса. И такой промозглый ветер. Вы знаете, как бы я человек, родившийся в том месте, где бывали морозы и до 40 градусов, до 35, до 38, да и вообще я и в Сибирь ездил. Чем отличается Флорида в данном конкретном случае? Сильным ветром, который вместе со снегом и морозом приносит сломанные деревья, оборванные линии электропередач. Это такая ураганная история, типа вот как ураган был Милтон, как проходят ураганы во Флориде в летние месяцы. Все то же самое, только еще с морозом, с таким сильным снегом. И в этой ситуации, конечно, власти не могут справиться. Как я вижу, то, что происходит, я даже не заметил ни одной единицы снегоуборочной техники. Если в Лос-Анджелесе хотя бы шла какая-то борьба, то здесь, во Флориде, борьбы с этими стихийными бедствиями сейчас нету, потому что, я так понимаю, нечем бороться. Флорида не рассчитывала на то, что в 2025 году она будет вся в снегу. Ну, не вся, это северная часть, но все равно городов 5-6 засыпало крупно. Появились федеральные службы. Ребята приехали, репортеры, снимать то, что во Флориде выпало столько снега. Да, снега выпало на самом деле очень много. Сейчас полицейский мне сказал: езжай, не бойся, на красный. Только потихонечку. Я говорю, я профессионал, говорю, вы не знаете, сколько я этого снега перевидал. Это центральное здание суда в Телахаси. Напротив него находится вот такой вот парк. В нем бьет фонтан. И эти деревья, помните, в Майами я ходил, свисающие ветви в национальном парке Эверглейдс. Но сейчас эти ветви все покрыты льдом.
Да, это новая действительность. Мир реально меняется. Ураганы, шторма, наводнения, извержения вулканов, землетрясения. Все это часть современного мира. Те люди, у кого есть возможность, ходят по городу, наблюдают. Они такого здесь, конечно, никогда не видели. Снег, лед и красота. Последний эпизод подобного рода происходил в 70-е годы, точнее в 1977 году, когда в Тампе выпало рекордное количество осадков, в частности снега, которого там никогда не было. После этого эпизода люди забыли, что такое снег, и вот опять во Флориде в очередной раз пошел снег. Также пострадали животные, змеи, аллигаторы. Они находились в естественной среде обитания, но для рептилий эта ситуация не очень позитивна. Прогуливаясь по городу, хочется заметить как раз то, что здесь нету людей. Нету людей, изредка проезжают какие-то машины, спецсредства, и мы видим пальмы. Пальмы замерзшие в снегу пальмы. Все это Таллахасси. Сегодня север Флориды засыпало снегом. Здесь прошел ураган, поломало деревья. Люди не вышли на работу, дети не пошли в школу. Мир меняется. Посмотрим, к чему все это приведет. Вы знаете, не первый раз я уже рассказываю о каких-то природных катаклизмах. Я был внутри урагана Милтон. Видео здесь где-то или здесь появится у вас ссылочка. Можете зайти посмотреть. И сегодня мы присутствуем в городе Таллахасси во Флориде. Там, где солнечно, выпал снег. Как вы знаете, в Лос-Анджелесе в этом году тоже были жуткие пожары. И вообще, я бы не сказал, что это только Соединенные Штаты Америки. По всему миру прокатывается очень много разного рода катаклизмов. Пожары, извержения вулканов, землетрясения. Все это происходит каждый день. Наводнения. Если вы живете в каком-то из районов, вам присущи определенные природные бедствия. Но такого я не помню, чтобы это происходило каждый месяц, каждые пару недель по всему миру. Постоянно, один за другим. Постоянные действия. Вот машины останавливаются. Думаю, что их тоже будут снимать. Сюда приехали даже репортеры снимать это с разного рода каналов. Я в центре города проезжал, не стал уже им мешать. Такого не было давным-давно. Несколько десятилетий не было снега во Флориде, а такого крупного вполне возможно не было никогда. Покинутый город. И в покинутом городе кто-то оставил Сайбертрак. Очень хорошо себя машинка повела в холодную погоду. Единственное, конечно, аккумулятор подразряжается, но то, что она держит себя великолепно на льду, вот эта резина не задубела, мягенькая, удивительно. Хотя на улице минус 4, минус 5. Сейчас около 20 градусов по Фаренгейту. Машина полностью покрыта льдом. Такой вот боевой конь. Да, правда, все камеры замерзли, не работает система автопилота. Но это не главное. Главное, что мы сюда доехали. С какой проблемой в США сталкиваешься во время чрезвычайных ситуаций? Почему разводят воду? Все очень просто. Магазины. Hello, bro. Close? Crazy. Все магазины, все кафе. No, sorry. Да,
пошел бы, я думаю, он поработать. Так вот, все магазины, все кафе постоянно закрываются. Даже икона Соединенных Штатов Макдональдс, и тот закрыт. Я понимаю, в этом городе покушать у меня не получится. У меня осталось немножечко кофе с ночи. Я брал на автозаправочной станции. Есть какая-то то ли булка, то ли еще что-то. Да, я, конечно, не рассчитывал, что если выпадет немножко снега, все позакрывается. Напротив нас Starbucks, Fridays. Все закрыто. Все закрыто. Супермаркеты. Там вот чуть в отдалении у нас почта. Только люди без определенного места жительства ходят, пытаются согреться. Да, им, конечно, не позавидуешь. Поселки и города как будто бы вымерли. Церкви, магазины, школы, университеты. Даже большая часть заправок не работает. Люди приезжают, пытаются купить что-то, перекусить, но закрыто. Закрыто, закрыто, закрыто. К сожалению, все это дело. И редкие автомобили встречаются на дороге. Хотел вам также показать, как американцы из южных регионов могут кидать машины на обочине, когда происходит что-то серьезное. Вот один из таких автомобилей. Причем вполне возможно, он съехал туда или его специально туда направили и оставили, когда шел сильный снег. Я встретил несколько мотоциклов, несколько машин, просто выброшенных на обочине. Люди за ними, конечно, вернутся, но на сегодняшний день они не стали рисковать и отправились домой пешком или на такси. Возможно, их отправляла полиция на специальном транспорте. Да, ну хоть заправочки начинают потихонечку открываться, потому что людям нужно кушать, людям нужен бензин. Вот такие вот благородные сталактиты или сталагниты образовались на моей машине. Сейчас мы поможем им отвалиться и выйдем к морю. Это у нас Мексиканский залив. Ребята, я поздравляю. Дастин, штат Флорида. Это почти самая западная точка. Там чуть дальше Пенсакола. Так вот выглядят пальмы во Флориде на сегодня. И море. Ну, точнее, Мексиканский залив. Сейчас я чуть звук подвину поближе. Здесь машины ездят, шум. Надеюсь, вы их не сильно слышите. Раз, проба. Проба. Мексиканский залив. Кстати, Мексиканский залив Дональд Трамп переименует в американский. Не знаю, получится, не получится, но это напоминает мне медведевское переименование милиции в полицию. Здесь, кстати, когда-то были жесткие разливы нефти, но сегодня здесь ракушки, снег и где-то лягушки. Запах такой не сильно приятный. Друзья мои, я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий, развития, жизненных радостей. У нас наступил год очень и очень интересный. И, конечно же, нет войны, не надо поддерживать этих кровопийц, которые пытаются постоянно кого-то куда-то послать. До скорых встреч!